По сообщениям различных инсайдерских источников, в Кремле растет недовольство политикой Азербайджана и стран Средней Азии. В Москве считают, что эти государства воспользовались моментом российской слабости, связанной с украинским конфликтом, и начали проводить более самостоятельный и независимый курс, зачастую противоречащий интересам России. Такой поворот событий в Кремле расценивают как своего рода удар в спину. Ведь именно Москва долгие годы предоставляла этим странам торговые льготы, защищала их на международной арене и обеспечивала гарантии безопасности. Хотя, на мой взгляд, Россия не всегда могла или хотела защищать своих союзников. Факт остается фактом. Армению так и не защитили, когда Азербайджан вторгся на ее территорию. Ранее российское руководство делало ставку на мягкую силу, предоставление экономических преференций, дипломатическую гибкость, интеграцию в рамках ЕАЭС и ОДКБ, а также списание миллиардных долгов. Такая практика была частью большой политики. Кремль рассчитывал, что экономическая поддержка обеспечит политическую лояльность. Однако сам Владимир Путин, по данным источников, признал, что эта стратегия не оправдала себя. Многие партнеры, получив льготы и помощь, шли своим путем, выстраивая связи с Турцией, Китаем и Западом. Сегодня Москва все чаще склоняется к жесткой линии, что проявляется в обсуждении конкретных мер давления на Азербайджан и государства Центральной Азии. Среди обсуждаемых шагов называются повышение цен на энергоресурсы, ограничение торговых привилегий, ужесточение таможенного контроля, введение более строгой миграционной политики с квотами, проверками и депортациями. Кроме того, Москва рассматривает возможность расширения военного присутствия в регионе под эгидой ОДКБ, чтобы восстановить позиции силовым путем. Все это указывает на стремление выстроить новую архитектуру отношений, где доминирующим фактором станет давление, а не дипломатия. На фоне этого в российском информационном пространстве заметно усилилось внимание к Азербайджану. Прокремлевские публицисты, в том числе Юрий Подоляка, активно разгоняют тему возможного военного конфликта России с Баку. Примечательно, что информационные атаки все чаще связываются с энергетической сферой. Так, ухудшение качества азербайджанской нефти, поставляемой в Европу, некоторые комментаторы напрямую увязывают с политическим охлаждением. Азербайджанские СМИ утверждают, что подобные инциденты могут быть результатом диверсии, организованной российскими структурами. Ситуацию усугубляет то, что Италия, Чехия и Румыния приостановили закупку азербайджанской нефти из-за высокого содержания органических хлоридов. Бакинские источники напоминают историю 2008 года, когда взрыв на турецком участке нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан был официально приписан курдским боевикам, однако американские спецслужбы подозревали Россию. Если вина Москвы за нынешние проблемы с качеством нефти будет хотя бы косвенно подтверждена, это нанесет удар по доверию к энергетическим маршрутам и ускорит процесс диверсификации поставок в Европу. Для Баку это станет вызовом. Придется не только восстанавливать имидж надежного поставщика, но и добиваться от западных партнеров новых гарантий защиты инфраструктуры. Не менее остро обостряются отношения и на гуманитарном уровне. Азербайджанский депутат Мушфик Джафаров обвинил Россию в сознательном давлении на азербайджанцев, проживающих в России. По его словам, убийства и рейды против соотечественников – это не случайность, а инструмент политического шантажа. Попытки российских властей оправдывать такие инциденты борьбой с преступностью он назвал ложью. Схожую позицию занял и бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров. Он отметил, что в условиях военных трудностей на украинском фронте Москва стремится создавать новые образы врагов, и в число таких стран попали Азербайджан и Казахстан. По его словам, это прежде всего пропагандистское давление, но его последствия ощущаются уже сейчас. Тем не менее, слухи о возможности проведения так называемой специальной военной операции против Азербайджана продолжают циркулировать. Некоторые источники утверждают, что в Кремле обсуждают даже запрет на въезд гражданам Азербайджана. Поводом для резкой эскалации стало требование Баку официальных извинений и компенсаций за сбитый над Грозным самолет «Азал». Для российской стороны такая позиция показалась демонстративным вызовом. Дополнительный элемент давления – финансовая политика. Москва заявила о конце эпохи прощения долгов
союзникам. Теперь Кремль намерен взыскивать все задолженности и использовать эти средства для военных и социальных нужд. В Кремле считают, что страны, которым Россия неоднократно прощала долги, включая Азербайджан, в итоге отвернулись и пошли своим курсом. Поэтому возврат средств или компенсация активами становится новым инструментом воздействия. Вместе с этим продолжается процесс давления и на политических оппонентов внутри самой России. Генпрокуратура потребовала признать бывшего депутата Магомеда Гаджиева, который является этническим азербайджанцем, и его семью экстремистской организацией и национализировать их активы. Парадоксально, что именно Гаджиев был одним из авторов закона об иноагентах, а сегодня сам оказался под его ударом. Интересно, что на фоне резкого охлаждения с Азербайджаном Москва продолжает развивать контакты с Арменией. Визит вице-премьера России Алексея Оверчука в Ереван и переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном показали, что Россия ищет стабильных союзников в регионе. Обсуждались вопросы евразийской интеграции, динамика товарооборота, совместные проекты и региональная безопасность. Это контрастирует с нынешними отношениями Москвы и Баку, где диалог сменяется угрозами и взаимными упреками. Отдельного внимания заслуживает и фактор Турции. Анкара внимательно наблюдает за нарастающей напряженностью между Россией и Азербайджаном. Ведь союз Турции и Азербайджана в последние годы стал одним из ключевых элементов региональной политики. Турецкое руководство демонстрирует готовность поддержать Баку как в военной, так и в дипломатической плоскости. В Москве это понимают, и именно поэтому угроза силового сценария против Азербайджана выглядит для многих экспертов сомнительной. Вступление Турции в игру резко изменит баланс сил. Однако даже сама риторика Москвы воспринимается в Баку как сигнал о том, что Кремль готов действовать жестко, если почувствует угрозу своим интересам. Таким образом, складывается картина, при которой Россия все более открыто демонстрирует раздражение и жесткость по отношению к Азербайджану. Если еще недавно Кремль делал ставку на мягкую силу, то сегодня речь идет о прямом давлении и угрозах. Для Москвы Азербайджан стал символом неблагодарности союзников, предпочитающих многовекторность и сближение с другими центрами силы. Для Баку же нынешняя ситуация является испытанием на прочность. С одной стороны, энергетическая зависимость Европы от его поставок, с другой – давление северного соседа, который больше не скрывает готовности действовать силовыми методами. А для всего региона это становится признаком того, что Россия больше не намерена мириться с многовекторностью и двойственными играми бывших союзников и может перейти к политике прямого давления, даже если это чревато новыми конфликтами. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и постсоветского пространства.